Приветствую вас на своем канале. Сегодня я подробно покажу и расскажу правильную технику маникюра. Как безопасно сделать снятие старого материала, как выполняется аппаратный маникюр и как правильно наносить базу, гель и гель-лак, чтобы покрытие носилось долго и без отслоек. Видео будет полезно как начинающим мастерам, так и тем, кто хочет улучшить качество своей работы. Начинаем всегда со снятия старого покрытия. Я работаю аппаратом, фреза керамическая, форма кукурузы. Обороты в среднем 20-30 тысяч в минуту, в зависимости от аппарата и материала. Важно! Мы не давим на ноготок, работаем плавно, без резких движений, движения от кутикулы к свободному краю. Снимаем 90-95% старого материала. Тонкий слой базы можно оставить, если он хорошо держится и ноготок здоровый. Главное, девочки, никогда не спиливаем до натурального ногтя в ноль. Это приводит к перепилам и чувствительности ногтей. При снятии старого покрытия фрезой 90% безопасности зависит не от фрезы и не от оборотов, а от того, как вы держите руку и руку клиента. Если фиксация неправильная, появляются пропилы, рывки и страх перед аппаратом. Я показываю, как держать руку правильно, чтобы снятие было быстрым, контролируемым и безопасным. Основное правило фиксации. Самое основное правило – это рука клиента должна быть зафиксирована, а не зажата. Какую ошибку совершают новички? Во-первых, это тянут палец, зажимают силой и держат на весу. Правильно, палец стабилен, клиент расслаблен, движение минимальны. Как же держать руку клиента? Положение руки клиента кисти лежит полностью на подлокотнике или столе, запястья не провисает, пальцы слегка согнуты, без напряжения. Если рука висит, будет дрожь и фреза пойдет рывками. Фиксация пальца, большой палец мастера на подушечке пальца клиента, указательный палец мастера сбоку или сверху пальца клиента, остальные пальцы поддерживают руку. Палец клиента должен упираться в руку мастера, а не болтаться. Важно помнить, не тянем палец на себя, не выворачиваем сустав, не прижимаем ноготь к столу силой. Фиксация мягкая, но уверенная. Также руки мастера должны лежать на столе. Если руки на весу, это потеря контроля. После снятия обязательно убираем пыль щеткой, оцениваем состояние ногтей. Если есть отслойки, можно пройтись еще пилочкой и придать ноготкам правильную форму, которую хочет клиент. Я работаю пилкой 180 на 240 грит, сейчас работаю мягкой стороной 240 грит. Также обратите внимание, что там на той зоне, где отрос ноготок у кутикулы, я работаю очень плавно и мягко, всего лишь убираю глянец, чтобы не перепилить ногтевую пластину. Это один из самых важных этапов маникюра, потому что именно от опилы зависит форма ногтя, прочность покрытия, отсутствие сколов и отслоек и общий эстетичный вид работы. Я покажу пошагово, как держать пилку, под каким углом работать и какие ошибки чаще всего допускают мастера. Вначале, с чего нужно начать, это выбор спилки. Обращаем внимание на гритность. 100 на 180 для искусственного материала, это гель или акрил. 180-240 это для мягкого опила и формы. И 240 грит для натуральных ногтей и доработки. Никогда не работаем грубой пилкой по натуральному ногтю. А какая же должна быть форма пилки? Прямая для четких форм. Полумесяц универсальная подходит для большинства форм. Я как раз ею и работаю. И пилка должна быть острой, не лысой. И индивидуальный для каждого клиента. Вот вам лайфхак. У меня пилки, каждая пилка индивидуальная для каждого клиента. Я просто ее ложу в пакетик специальный, который закрывается на замочек. И каждый пакетик я подписываю имя клиента. Еще один из важных моментов – это правильное положение руки и пилки. Очень важный момент, как мы держим руку клиента и пилку. Руку клиента фиксируем, не тянем, не выкручиваем. Пальцы должны быть расслаблены. Пилку держим под углом 90 градусов к ногтю, если формируем четкую форму. Слегка под углом, если делаем мягкий опил.
Теперь переходим к аппаратному маникюру. Для начала нужно пушером или апельсиновой палочкой отодвинуть кутикулу. Делайте это очень аккуратно, чтобы не повредить ногтевую пластину и не нарушить корень роста ногтя у клиента. Если у вас мало опыта, советую вам это делать апельсиновой палочкой. Она более не такая травмоопасная. Затем я беру фрезу пламя с красной насечкой и начинаю делать аппаратный маникюр. Также можно использовать фрезы пламя или свеча. Аккуратно поднимаем ею кутикулу, прорабатываем боковые синусы, движения плавные, без остановок на одном месте. Я всегда работаю с фрезами с красной насечкой. Это мелкая абразивность, мягкая работа, минимальный риск травм. Фреза пламя используется для поднятия кутикулы, проработки боковых валиков, очищения птеригия и подготовки к срезу или шлифовке. Внимание, это не предназначено для грубой кожи, снятия материала. Как же нужно держать фрезу? Охват. Держим ручку аппарата как ручку или карандаш, без напряжения, кисть расслаблена. Ошибки, которые делают, зажимают аппарат всей ладонью. Так не делайте. Правильно, легкий, контролируем охват. Локоть мастера имеет опору. Мизинец или ребро, ладонь касается руки клиента. Обратите внимание, как я держу и как мои пальцы, я своим правой рукой на правой руке мизинцем делаю упор на свою руку. При таком упоре это дает контроль, стабильность и отсутствие рывков. Также очень важный момент – это правильный наклон фрезы. Фреза никогда не стоит вертикально к ногтю. Правильный наклон – это 30-45 градусов. Работает боковая часть фрезы, не кончик. Ошибки. Кончик фрезы в кожу – это порез, плоско по ногтю – это пропил. И запомните правило: фреза скользит, а не копает. И с какой же скоростью нужно работать? Для фрезы пламя с красной насечкой оптимальная скорость – это 10 тысяч или 15 тысяч оборотов в минуту, в зависимости от аппарата и от кожи. Я каждый раз, когда работаю с клиентом, всегда ручку фрезы делаю больше-меньше, подкручиваю, смотрю, как идет кожа. У меня это уже прям интуитивно. Даже просто когда я беру руку клиента и смотрю на кожу, сразу просто автоматически выставляю, на какой скорости я буду работать с данным клиентом. И здесь очень важно подобрать оптимальную скорость. Если низкие обороты, фреза цепляет кожу, дергает, и клиенту больно. Если слишком высокие, кожа перегревается и есть риск травмы. Обратите внимание, что я поменяла фрезу. Я это делаю не с каждым клиентом, но в данный момент мне захотелось взять еще одну маленькую фрезу. Она мне очень хорошо приподнимает кутикулу. И я потом буду ее обрезать или ножничками, или просто зашлифую, в зависимости от того, как эта фреза справится. Также обратите внимание, что я работаю вначале в одну сторону, от центра ногтевой пластине к боковым валикам. Прохожусь по каждому ноготку, например, влево, потом переключаю аппарат, и точно так же зеркально я прохожусь вправо. Поочередно каждый пальчик. Долго не задерживаюсь на одном месте, чтобы клиенту не пекло. Итак, я прошлась по всем ноготкам, и я вижу, что мне хочется ножничками подрезать кутикулу. Я вначале подрезаю ножничками кутикулу. Ножнички держу под углом 90 градусов. Стараюсь срезать одной линией, чтобы не было рваных деталей, чтобы кутикула была цельная. И затем можно мягким шариком фрезой пройтись и шлифануть кожу клиента. Шарик у меня также с красной насечкой, подходит для данного клиента, для его типа кожи. И точно так же не надавливаюсь, не задерживаюсь на одном месте. Прохожусь от центра в одну сторону, потом переключаю аппарат и точно так же от центра в другую сторону. Также обратите внимание, что у меня движения очень плавные, легкие, быстрые и такие полукругом, чтобы хорошо отшлифовать и убрать сухие части кожи. Итак, убираем пыль
И переходим к самому интересному и любимому в моей работе, это к покрытию. Вначале обезжириваем ногтевую пластину и затем переходим к покрытию материала. Безворсовой салфеткой я не только обезжириваю ногтевую пластину, но также прохожусь по всем уголочкам, чтобы нигде не осталось никакой пыли, ни крошечки кожи. Затем я беру праймер и праймером прохожусь по ногтевой пластине буквально легкими движениями, даю пару минут ему просохнуть и затем перехожу к покрытию базы. Базу я беру чуть-чуть на кисточку, она должна быть такая совсем полусухая, и вталкивающими, втирающими движениями я вталкиваю базу в ногтевую пластину, а потом гладко прохожусь. Главное, чтобы база не затекала под кутикулу и под боковые валики, чтобы не было затеков. Если ногти тонкие и есть неровности, второй слой базы можно сделать выравнивающим. И вот правило выравнивания. Не затекать на кутикулу Apex в стрессовой зоне, поворачиваем руку клиента для идеальной архитектуры. И полимеризация в лампе 30-60 секунд в зависимости от базы и от лампы. Но в моем случае я второй слой базы делать не буду. Я буду укреплять ногти гелем. Итак, переходим к гелю. У меня камуфлирующий гель средней консистенции. Он хорошо ложится, хорошо выравнивает ногтевую пластину. Вначале я беру на кисточку совсем чуть-чуть, буквально смакиваю ее. И на базу, не вытирая липкий слой, ложу тонким слоем гель. Затем я возвращаюсь к гелю и беру горошинку геля уже побольше. И горошинку этого геля ставлю на центр ноготка и плавными движениями кисточкой делаю кружочек и выравниваю, подталкиваю и растягиваю. У меня кисточка двухсторонняя, я потом могу себе перевернуть и тоненькой маленькой кисточкой довести гель под боковые валики, под кутикулу. В частых случаях я руку клиента не переворачиваю, потому что я этой тоненькой маленькой кисточкой довожу все мне как надо. Гель никуда не уходит, не расползается и ложится так, как мне нужно. Но если мало опыта, можно перевернуть руку клиента, чтобы образовался апекс. Итак, сделали ноготок, просушили в лампе и переходим к следующему ноготку. Все точно так же. Гель наносим контролируемо. Следим за архитектурой и не делаем слишком толстый слой. Гель должен укреплять, сохранять натуральный вид, не утяжелять ноготок. После полимеризации при необходимости снимает липкий слой, делаем легкий опил формы, убираем пыль, обезжириваем и покрываем, например, каким-то гель-лаком. Или же такой вот цвет геля можно сделать даже и френч. Но моя клиентка сегодня захотела покрытие гель-лаком.
Итак, ногти мы просушили с гелем. Я сняла липкий слой и пилочкой буквально чуть-чуть пройдусь, где есть какие-то, возможно, неровности. Я отшлифую ноготки буквально чуть-чуть. И затем перехожу к покрытию гель-лаком. После опила, опять-таки, я убираю пыль безворсовой салфеткой и прохожусь гель-лаком. Гель-лак у нас розовый с шиммером, и мы будем покрывать его в один слой. Потому что гель тоже имеет розовый цвет. Ногтевая пластина не просвечивается, так как гель камуфлирующий. Гель-лак сам по себе этот идет плотный, и поэтому его возможно покрыть в один слой. Отросший край ногтя просвечиваться не будет, и у нас будет тот результат, который мы хотели. Нет утолщения ногтя, ногти выглядят натурально, ухоженно и красиво. Опять-таки покрываем все ноготочки, доводим под кутикулу, боковые валики, чтобы нигде не осталось у нас непокрытой зоны. Просушиваем в лампе примерно 30-60 секунд и затем переходим к покрытию топа. При покрытии гель-лака главное не давите на кисть, не заходите на кутикулу и каждый слой хорошо просушивать. Лучше 2 тонких слоя, чем 1 толстый. Так цвет будет ровным и без осколов. И затем переходим к покрытию топом. Топ наносим, запечатываем торец, сушим согласно инструкции. И при необходимости снимаем липкий слой. У меня топ без липкого слоя, поэтому мне снимать его не нужно. Просушиваем тогда в лампе все 30-60 секунд. И наносим масло на кутикулу. Можно сделать массажно и нанести крем. Вот такой-то у нас получился результат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Если у вас есть вопросы по моей технике, как делать маникюры, пишите, я на все комментарии отвечаю. Всем пока, до скорых встреч в новых видео.